Привет, меня зовут Сергей Сказочник. Теперь я буду твой новый учитель. Приятно познакомиться. Искусственный интеллект. Шутка! Это я, настоящий Сергей. Человек Сергей. Не ты, искусственный, компьютерный Сергей. Итак, друзья, сегодня в этом видео я расскажу вам, почему я поменял название моего канала и почему у меня вот такой новый стиль, с чем это связано, куда подевался In Russian From Afar. Если у вас есть эти вопросы, то оставайтесь здесь, смотрите видео, и я на них сегодня отвечу. Не забудьте поставить лайк этому видео, и я надеюсь, что вы уже подписались, потому что вы смотрите это видео. Если еще нет, то быстро подписывайтесь на канал. Ну все, больше без предисловий, поехали! Итак, для того, чтобы понять, почему я поменял имя моего канала, а также почему я поменял стиль этого канала, нам нужно вернуться на 5 лет назад. Дело в том, что во время ковида, когда только начался ковид или ковид в 2020 году, в феврале, у меня, как сказать, не то чтобы я потерял работу, но, в общем, моя школа, где я работал учителем английского языка, она ушла на каникулы, это был вьетнамский Новый год в начале февраля, и после этих каникул школа не вернулась. И так я сидел без работы 1 неделю, 2 недели, 3 недели, и мне было скучно, делать было нечего. Я подумал, а почему бы мне не сделать мой собственный подкаст? Да, тогда я не думал про канал, я подумал про подкаст, потому что у меня уже был хороший микрофон. После этого я начал записывать мой подкаст, но я подумал, какая же будет идея подкаста, какое будет имя у подкаста. И мне было интересно разговаривать по-русски с разными людьми, которые живут в разных странах, которые живут, например, в Мексике, или живут в Австралии, или они живут в Чехии, и мы можем разговаривать по-русски издалека. Оттуда и появилось мое первое имя In Russian From Afar, то есть это было название моего подкаста. Поэтому имя моего канала пошло от имени моего подкаста. Хотя я продолжил делать такой концепт, у меня действительно первые эпизоды моего подкаста были связаны с этим, но потом я начал делать подкаст на разные темы, я делал разные истории, рассказывал про русскую культуру, делал какие-то мини-эпизоды, где я делился моим мнением, моей жизнью. То, что я делал, ушло далеко от первоначального концепта. Поэтому со временем я просто осознал, что то имя, которое я дал моему проекту, на самом деле больше не соответствует тому, что я делаю сейчас. И оно меня начало потихонечку раздражать, начало мне потихонечку действовать на нервы. И я, в общем, уже так немножко не получал удовольствия от того, когда я видел мое название, когда люди говорили, это Сергей из In Russian From Afar, я как-то чувствовал себя некомфортно, понимаете? Поэтому я решил поменять имя моего канала, а также стиль. Стиль был довольно простой, я начал этот проект давно и с тех пор абсолютно не менял мой стиль. Поэтому мне тоже он как-то не очень нравился. Другая вещь, почему я все-таки поменял имя и поменял стиль. Дело в том, что я такой человек, когда я делаю какую-то вещь одну и ту же долго, я очень быстро от этого устаю. И несмотря на то, что мне нравится этот проект, мой YouTube, мой подкаст, я делаю уже 5 лет, но я начал чувствовать выгорание. И не то, чтобы у меня не было идей, у меня были идеи, но просто у меня не было вдохновения делать что-либо.
Я говорил на моем подкасте вот 1 месяц назад примерно про эту проблему, так что если вы хотите больше узнать про мое выгорание, можете послушать этот эпизод. Ссылка будет на него в описании или вот здесь. Переходите, но потом, пока слушаем здесь. И вот прошло 5 лет, и я подумал, что мне нужно что-то новое, что-то интересное, чтобы, так сказать, у меня появилось новое вдохновение, чтобы я снова радовался моей работе. Но почему я выбрал именно такой дизайн и такое имя? Ну, если, друзья, вы смотрели мой канал уже, не знаю, некоторое время, то вы знаете, что я люблю рассказывать истории. Я рассказываю истории на разные темы, я рассказываю сказки, я рассказываю истории из моей жизни, я делаю маленький театр с куклами, и, в общем, истории — это моя жизнь. Это всегда так было, с тех пор, как я был маленький, когда моя мама, моя бабушка рассказывала мне истории, они рассказывали мне истории, и потом я показывал мой маленький театр. Поэтому я думаю, что это логично. Кстати, по-русски Сергей Storyteller звучит как Сергей Сказочник. Но почему именно такой стиль? Ну, в общем, если вы видите эту картинку, да, здесь я предстаю на ней в роли гусляра. Гусляр — это такие были люди на Руси очень давно, которые играли на гуслях, да, этот музыкальный инструмент называется гусли. Это как такой арфы, но она держится в руках вот так и играется путем зажимания нескольких струн одновременно. Я не умею играть на гуслях, скажу сразу. Это просто красивая картинка. Но, может быть, когда-нибудь я научусь играть на гуслях. Поэтому я подумал, что чтобы передать тот дух сказок, сказочный дух, очень хорошо подойдет такая древняя Русь. Если вы внимательно посмотрите на эту картинку, вы увидите там 7 разных персонажей. Это разные персонажи из русских сказок. Некоторые эти персонажи уже фигурировали в моих историях, в моих сказках, в моем недавнем видео про славянских богов и демонов и духов. Если вы еще не смотрели это видео, то тоже рекомендую вам его посмотреть. И я хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку и попытались назвать всех 7 существ на этой картинке. Тот, кто первый сделает это, получит от меня подарок. Напишите в комментариях, кого вы знаете из этих героев. Будет 50% скидка на мой Patreon. Другой вопрос, который меня спрашивали в комментариях, когда я сказал о том, что я поменял мое имя канала, а также мой стиль, сказали: ну, Сергей, как люди поймут, что это канал для изучения русского языка? Ведь раньше у тебя было название, там было In Russian from Afar, а теперь просто Сергей Storyteller. Может быть, люди будут думать, что это канал, где рассказывают сказки. Вы знаете, друзья, это хорошая вещь, то, что вы беспокоитесь за меня, мне правда приятно. Но я думаю, что большинство людей приходят на канал не потому, что они ищут канал, а потому что они смотрят какие-то видео. И если вы посмотрите мое видео первый раз, вы не ищете мой канал, да? Вы просто ищете истории на русском. Вы открываете интересное видео, вы нажимаете на вот эту заставку, вы смотрите видео, вам нравится. Вы можете перейти на канал, а может быть нет. И потом у вас снова в рекомендациях в YouTube алгоритм даст вам другое видео. Вы снова, может быть, его посмотрите, да? И потом люди могут перейти на канал, а там уже написано Learn Russian with Sergey Storyteller. Тут как бы все понятно, и они могут посмотреть мои разные заставки, мои разные подборки, и им все станет ясно. И самый последний вопрос, который, я думаю, вы сейчас, мой дорогой зритель, хотите меня спросить: поменяется ли контент? Нет. Конечно, контент не поменяется, я буду делать то, что делал всегда. Это будут истории, это будут сказки, это будут влоги, это будет театр из кукол, будут интервью с другими людьми на русском. В общем, все как вы любите. Так что не переживайте. Сергей все еще здесь, все еще с вами, и я буду дальше рассказывать вам истории. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если у вас все еще есть вопросы насчет моего нового дизайна, стиля или комментария, пишите
под этим видео, а также не забудьте угадать всех 7 существ на этой фотографии. Как я сказал, первый, кто сделает правильно, получит 50% скидку на мой Patreon на 1 год. Говоря о Патреоне, хотел выразить отдельную благодарность для всех моих супер патронов, для таких как Джоэл, Джош, Лиз, Майкл, Брюс Ли, Холли, Андрея, а также Джефф. Благодарю вас. Желаю всем всего хорошего, до скорого и пока-пока.